Следующим этапом нам нужно будет подготовить подошву, на которую мы будем устанавливать уже собранную заготовочку. И для этой модели мы выбрали Hillary. Вот такая вот будет у нас одна модель. И вот такая у нас будет вторая модель. Любая подошва имеет технологические ребра. В данной модели это под пяточкой. Могут выступать и вперед. И вот чтобы войлок у нас не продавливался, нам нужно закрыть эти отверстия. Для этого нам нужны специальные стелечные материалы. Это может быть обувной картон. Единица 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. В зависимости от жесткости, от веса хозяина вы выбираете. Это может быть гранитоль любого вида, либо термо, либо целлюлозный гранитоль. И в данном нашем случае мы будем использовать вот такую итальянскую термогранитоль. И мы вырезаем специальную выкройку, которая предохранит и закроет наши эти все технологические отверстия. Сюда же мы установим еще вспомогательные такие вот латексные для комфорта и удобства вставки. Это может быть готовая вырубка из листового латекса. Это могут быть уже готовые такие детали, сформованные производителем. Здесь очень большой выбор, вплоть до листовых обувных поролонов, каких-то вспомогательных мембран, memory foam чудесно сюда подойдет, которая регулирует нагрузку веса хозяина и запоминает его ступню, если это проблемное. Очень удобно, комфортно. Рекомендую, если есть такая возможность. Итак, мы берем лист бумаги, обводим нашу кромку. Выделяем так, чтобы все технологические отверстия вошли в эту полустельку. Либо вы делаете полностью стельку. Это не имеет значения, какую жесткость вы хотите получить в подошве. И уже готовую деталь мы вырезаем по кромочке. И уже по вырезанной выкройке мы готовим детали. Небольшой нюанс. Нужно сбрусовать по кромке, так, чтобы уже в установленном виде не слышно было переход от одной толщины в другую, если это речь идет о полустельке. Готовую деталь устанавливаем. Обрабатываем место установки наиритом. Вторую часть деталь с изнаночной стороны вы обрабатываете клеем, прогреваете и устанавливаете. И для второй детали мы тоже обработаем клеем ту часть, на которую мы будем устанавливать. В данном случае у меня латекс. Если у вас деталь на липкой основе, вы устанавливаете без промазки клея. Произвели промазку клеем наиритом ступневой части, аккуратно, не доводя до кромочки. И промазку мы осуществили клеем по самой стельке. Прогреваем клей, активируем и стельку, но очень аккуратно, вот латексные и поролоновые детали, если они у вас установленные. То есть их не касаемся. Будет достаточно слегка. И устанавливаем ровно. Второй у нас попытки установить не будет. Пока вот только еще в подвешенном состоянии, не придавлено, вы можете зафиксировать выше, ниже. Проверить, насколько у вас тут сходятся все ваши установочные метки. И когда только у вас все легло идеально, деталь у вас стоит вертикально во всех плоскостях,
Вы можете продавить. Продавливаете хорошенько по всей ступне. Итак, вот зафиксированная. Пусть простоит минут 10-15 и можно приступать к прошивке. Прошивку по торцу подошвы мы осуществляем крючком. Обувной крючок 1 и 2, вот с такой маленькой головкой, чтобы не оставались у нас огромные отверстия и дырки. Материал подошвы, которая у нас в данном мастер-классе взята, это силиконовая подошва, очень новый такой материал, который хороший с амортизацией, приятная на гибкость, прекраснейший материал, и мы его будем прошивать. Нам понадобятся еще нити. Нитка это 0,8 плоский шнур, вощеная. Нам нужно взять 4 длины нашего изделия. Заготовка уже прихватилась и можно проводить прошивку. Прошивку начинаем мы с внутренней части свода, то есть там, где нет нагрузки, там, где мы можем сделать узелок при окончании. И устанавливаем крючок. Крючок входит перпендикулярно по толщине, чтобы у нас не выхватилось вниз и не вырвался вверх, мы берем середину. И на середине прокалываем под перпендикуляром. Прошли подошву и вошли в войлок. С обратной стороны у нас есть крючок. Накидываем петлю на крючок. И теперь мы вытягиваем. Вытягиваем и делаем здесь параллельно. Нитки у нас и наружная, и внутренняя одинаковой длины. Немного будет по-разному расходоваться нить, смотря где вы будете больше оставлять узел. И делаете прошивку. То ли вы будете шить к себе, то ли вы будете шить от себя. Вы можете быть левшой, правшой. Здесь как удобно. Стежки мы делаем небольшие, около 6-7 мм. Опять вгоняем крючок в тело. Крючок прошел. Вводим вовнутрь. Накидываем петлю и вытягиваем. И вот здесь вот несколько способов существует прошивки. Я подтягиваю ту нить, которая будет ближе находиться от стежков. Перекидываю лицевую нить, которая у нас уже находится здесь на лице. И только тогда подтягиваю внутренний. У меня в поле зрения находится тот узел, который я вижу. И слегка натягивая лицевую нить, утапливаю, затягиваю вовнутрь ниткой, перемещаю. И вот эту перецепку лицевой и внутренней нити располагаю так, чтобы она находилась в толщине. Все, один стежок готов, и мы идем по периметру. Опять отступая 6 мм, я прокалываю перпендикулярно, прошла тело подошвы, проткнула войлок, накинула. Вот в процессе накидывания немножко делаю нагрузку, тогда легко вытягивается нить и крючок не рвет. Опять я подтягиваю из двух нитей, та, которая ближе располагается к стежкам. У меня получается, я затягиваю тут внутренний узел, который был, перебрасываю лицевую нить и уже тяну под натяжением и прячу узелочек. Проткнула, вывернула и опустила вовнутрь, накинула, под нагрузкой вытянула, подтянула ту нитку, которая ближе к стежкам, перекинула нить внутреннюю
И регулирую теперь, чтобы я видела, где узелок у меня войдет в тело. Все, готовы стежки. Так я прохожу по периметру. Вот здесь вот в носочной части и в пяточной я сохраняю радиусное расположение крючка. И здесь точно так. У меня внутри получаются ровные стежки. И прохожу полностью по всему периметру. Прошли мы по периметру. И у нас остается последний стежок, чтобы завершить нитку. Прокалываем в то же отверстие, с которого мы и начинали. И внутри мы точно так же выходим с того же отверстия, которое и было. Вытягиваем петлю и подтягиваем, так как мы это делали. И спускаем петельку до самого-самого конца. И вот здесь на ширину стежка нам нужно сделать узелочек. Протягиваем в одну петлю нитку, в другую петлю. И на длине стежка мы затягиваем узел. И если мы будем тянуть на низ, у нас этот узелок затянется и потянет нашу ниточку. Вот здесь вот теперь мы можем крепенький узелочек. Для страховки мы проведем еще один узел на самой петле. У нас получился двойной. И вот тут мы обрежем 2 мм от края. И можем теперь затянуть все наше хозяйство в глубину. Потихоньку, не спеша, аккуратненько затянули. И у нас запряталось полностью, здесь ничего нет. Внутри мы точно так же отрежем нитку не под самый корешок, а оставляя точно так же небольшое расстояние на нити, 2 мм. Все, у нас готово. Устанавливаем шнурочки. И наша пара готова к эксплуатации. Полный видеокурс вы сможете приобрести у меня, написав личное сообщение в аккаунтах Instagram или Facebook. Адреса вы найдете в шапке YouTube канала. Видеокурс имеется на немецком языке с профессиональной озвучкой. И также видеокурс доступен с английскими субтитрами.